Для стеблей нужно купить или найти в закромах зеленую пряжу, желательно потолще, и нарезать ее на необходимую длину. Для укрепления стеблей я варю желе из 1 столовой ложки желатина и половины стакана воды. Пропитываю как следует пряжу и раскладываю на ровной поверхности до высыхания. А пока стебли сохнут, займемся цветочками. Для этого нужно взять обычную манную крупу и подходящий по цвету краситель, гуашь или акриловую краску, можно взять пигмент для акриловой краски. Капаем в манке несколько капель, размешиваем и так постепенно до придания нужного цвета. Когда манка достигнет нужного цвета, ее нужно как следует подсушить, но она точно должна высохнуть до того момента, как будут готовы стебли. И не забывайте ее периодически помешивать. Начинаю делать цветочки. В клей ПВА макаю стебли и сразу после этого обваливаю в манке. Для того, чтобы манка держалась лучше, можно подправить ее чем-нибудь, например, стеком. Укладываю ровненько на файл. Не пугайтесь, что лаванда будет немного загибаться. Когда она высохнет, она будет достаточно крепкая. А еще к такой лаванде можно сделать ведерко из бумаги. От угла газеты я отложила 16-23 сантиметра. Циркулем провела линии. Потом линейкой внизу провела линию 16 сантиметров под нижней дугой и вырезала. Этот кусочек перевела на плотную бумагу и склеила. Дно вырезала из такой же плотной бумаги и тоже вклеила в ведерко. Осталось сделать и приклеить дужки для ручки. Рисую, вырезаю, прокалываю иголкой и приклеиваю к ведерку. На фото я делала ведра 2 разных размеров, поэтому и дужки были разного размера. И так как ведерки разного размера, то и нитки для ободков я брала разной толщины. Приклеиваю 2 нитки сверху и 2 снизу. Белой краской грунтую ведерки как следует. А после высыхания закрашиваю желтой краской в несколько слоев и потом сверху акриловым лаком. Нахожу маленький мотив на салфетке и приклеиваю. А черной краской немного состариваю ведерко. Осталось сделать ручку. Надо взять толстую, но достаточно мягкую проволоку, согнуть ее по нужному диаметру и найти бусинку. Хотя можно и без ручки. В ведерко для укрепления я налила разведенного гипса и вставила туда цветы лаванды. Потом, когда все застыло, я приклеила сверху траву из гофробумаги. Хотя мне больше нравится и вообще без травы. Или можно сделать траву из фоамирана, она больше похожа на настоящую.